Терри и Роберт Милбранд жили в типовом доме в пригороде Урбана, штата Огайо, со своей 7-летней дочерью Ханной. Роберт работал печатником в местной типографии, Терри подрабатывала сиделкой. Раньше она работала медсестрой. У обоих были дети от предыдущих отношений, но с ними в доме жила только Ханна, их единственный ребенок в 9-летнем браке. Терри и Роберт были дружны с соседями. Дети постоянно бегали друг к другу в гости. Так уж вышло, что в этой части города многие семьи были похожи. Люди средних лет с детьми школьного возраста. После работы соседи нередко собирались вместе. Терри, Роберт и Ханна посещали братство Веры, одну из 24 церквей Урбаны. Здесь Милбранты тоже обрели друзей: пастора церкви Дэйва Генри и его жену Эмми. У Дэйва и Эмми был сын Бейли. Он стал близким другом девочки, а Эмми считала Терри лучшей подругой. В обычный апрельский день 2001 года Роберт позвонил Дэйву, своему другу из церкви. Ему сложно было говорить, Роберт плакал. Он сказал: «Ханна сегодня была на приеме у врача. Мы узнали, что у нее опухоль размером с горошину на задней части ствола мозга. До того, как близкие узнали эту ужасную новость, у Ханны часто наблюдались головные боли. Терри отвела дочь к врачу, когда у нее внезапно поднялась небольшая температура. Ханна чувствовала себя нормально, но ее отправили на МРТ головного мозга. Терри узнала о болезни первой. Она рассказала все Роберту. Через несколько дней Роберт и его жена Терри решились рассказать об этом Ханне. Роберт сказал дочери, что у нее есть небольшое пятнышко, и его надо удалить. Только вот место, где пятнышко находится, труднодоступное, и врачи не смогут этого сделать. Поэтому Ханне придется пройти через разные процедуры. Ханна испугалась не услышанного, а того, что родители еле сдерживают слезы, проговаривая ей заранее подготовленные слова. Для Ханны жизнь изменилась вмиг. Девочке больше не разрешали играть с друзьями. Ей сказали, что она может что-то подхватить, и это станет для нее смертельным. Ханна выходила из дома только если ей надо было к врачу или в школу. Она всегда надевала медицинскую маску. Мама сказала Ханне, что маска остановит чужие микробы, от которых девочке может стать хуже. Ханна сразу начала замечать жалость в глазах соседей, друзей, знакомых. Они уже все знали. По утрам девочка стала находить свои волосы на подушке. Они лежали иногда целыми прядями. В течение дня все было нормально, но ночью Ханна снова теряла свои волосы. Еще много волос выпадало при мытье головы. Терри попросила Эмми, свою подругу, бывшего парикмахера, подстричь дочь. Когда Эмми пришла, то увидела, как Ханна плачет и просит оставить ей ее волосы. Но Эмми пришлось подстричь девочку. Ханна посмотрела в зеркало и сказала: «Мамочка, я похожа на мальчика». Терри добавила: «Но на очень симпатичного мальчика, Ханна. И ты можешь носить красивые шляпки, пока волосы не отрастут снова». К маю учителя Северной начальной и младшей школы создали особые условия для их особенной ученицы. Одноклассникам Ханны рассказали о ее болезни. В знак солидарности с Ханной все 300 учеников пришли в головных уборах в тот день, когда Ханна лишилась волос. Каждый пожертвовал $5 на лечение девочки в тот день. Ханна ходила на занятия, и помимо шляпки она также носила маску. У Ханны были 2 повязки на спине и шее, которые, как и говорили, закрывали порт для химиотерапии. Девочке не разрешалось бегать и активно играть на перемене по просьбе Терри. Дома Ханна под контролем Терри принимала таблетки. Но девочке становилось только хуже. У нее начались ужасные головные боли, она все время чувствовала себя истощенной. Она плакала, скучая по обычным вещам. Она хотела кататься на велосипеде, играть с друзьями, просто забрать волосы в высокий хвост.
Когда здоровье Ханны стало ухудшаться, ее мать пришла в школу, чтобы поговорить с детьми о болезни дочери. Она предупредила их, что у Ханны могут быть припадки. Она учила детей, что необходимо сделать, если вдруг учительница миссис Принц не окажется рядом. Терри рассказывала соседям и знакомым, что в конце мая Ханна начала новый курс лечения. У Ханны обнаружили 3 опухоли. Одна была у основания шеи, одна в челюсти и одна в позвоночнике. Терри говорила, что возит свою дочь на регулярные сеансы химиотерапии в соседний город, а также к ним 3 раза в неделю приходила медсестра по имени Бет. В северной начальной школе, в которой училась Ханна, устроили ярмарку выпечки, чтобы собрать средства на лечение девочки. Люди отдавали по $30–40 за булочку, чтобы помочь Ханне. Все поддерживали семью, оставляли телефоны для связи, чтобы родители звонили и не боялись просить о помощи. Новости о болезни Ханны достигли пожарной части. Отец подруги Ханны, Дэйв Курнат, рассказал об этой истории своим коллегам. И когда они узнали, что у Милбрантов нет медицинской страховки для покрытия расходов на лечение Ханны, они пожертвовали $500. Пожарные оплатили поездку всей семьи на остров Кинг на выходные. Это было особенное желание Ханны. Один из капитанов пожарной части дал деньги Ханне на щенка, о котором она давно мечтала. Милбранты были очень признательны. Письмо с благодарностью висит в пожарном отделении до сих пор. В Америке благотворительные организации собирают кольца от банок. Алюминий перерабатывается, а деньги передаются на благотворительность или на оплату медицинских счетов. Кольца собирали для Ханны школьники. Одна из девочек даже попала в местные новости. Ее зовут Стефани. Девочка подключена к респиратору, она прикована к инвалидному креслу. Ее родные собирали эти кольца, чтобы оплатить некоторые медицинские счета. Стефани узнала историю Ханны и отказалась от своих колец, чтобы отдать их Ханне. Ее семья собирала кольца 9 лет. С помощью друзей Терри Милбрант ходила от двери к двери с самодельными жестяными банками, прося у местных предпринимателей финансовую помощь. Терри собирала около $2000 в месяц на химиотерапию Ханны. Мама Терри, бабушка Ханны Мэри Рассел, продавала в церкви свечи, чтобы также собирать деньги на лечение внучки. И, конечно же, церковь, прихожанами которой были Роберт и Терри, очень помогла семье. Каждый день в ней возносились групповые молитвы за здоровье Ханны Милбрант. Их проводил друг семьи Дэйв Генри. Церковь собрала $7000 на лечение Ханны. Для такой маленькой церкви это была огромная сумма. К октябрю Терри Милбрант сообщила общине, что состояние Ханны ухудшается. Ей осталось жить 6 месяцев. В ноябре Терри сказала дочери: «Тебе осталось жить всего несколько месяцев, Ханна». Ханна начала ходить к психологу, чтобы он помог ей смириться со смертью. Но больше всего Ханна боялась разлучения с семьей. Она не понимала, что такое смерть, но знала, что ее не будет с родителями. И это пугало ее больше всего. Она начала бояться оставаться ночью одной и просилась спать в комнате родителей, но мама говорила «нет». Терри отдалялась от Ханны в то время, когда девочка нуждалась в ней больше всего. Но папа, в отличие от матери, осыпал ее любовью. Наступило Рождество, и Ханна попросила у Санты не забирать у нее жизнь. Все закончилось совершенно неожиданно, так же внезапно, как и началось, когда были арестованы мама, папа и бабушка. Учителя северной начальной школы никогда не хотели подвергать сомнению тот факт, что 7-летняя Ханна Милбрант больна, но они начали замечать, что волосы Ханны отрастали ровно и равномерно, а уже на следующий день они снова сбривались. В начале января
Представители опекунского совета и департамента по защите прав семьи пришли в школу вместе со следователями. Они сняли повязку на спине Ханны, которая закрывала собой якобы химиотерапевтический порт, и под ней ничего не оказалось. В тот же день следователи поговорили с матерью Ханны в их доме в Урбане. Во время допроса Терри призналась, что болезнь Ханны на самом деле была сфальсифицирована. Мать Терри, Мэри Рассел, попросили отвезти Ханну в полицейский участок. Ханна была очень напугана. Она не понимала, что происходит. Девочка кричала: «Мама, пожалуйста, не оставляй меня». Терри и Роберта арестовали. Когда следователи поговорили с Ханной, она рассказала им о синей таблетке, которую ей давала мать. Терри говорила, что таблетка поможет бороться с раком. Ханна должна была разжевать ее, потому что содержимое должно было всосаться слизистой рта до того, как Ханна проглотит таблетку. Когда она разжевывала ее до конца, то чувствовала себя уставшей и засыпала. И, как выяснилось позже во время одного из допросов, эта синяя таблетка была снотворным. Терри давала Ханне снотворное, чтобы она уснула, пока они были в машине, чтобы она могла сказать ей после того, как та проснулась, что они только что были на химиотерапии. Ханна не могла и предположить ничего другого. Полиция запросила ордер и обыскала дом Милбрантов. Там они нашли небольшую сумму денег и несколько заявлений от местных жителей, готовых оплатить лечение Ханны. В гараже Милбрантов было выброшено огромное количество пакетов, набитых кольцами от алюминиевых банок и, по-видимому, брошенных здесь без надобности. Все это собиралось детьми. Полиция решила придать эту историю огласке. Они связались с одним из местных СМИ и сделали заявление в надежде, что обманутые люди его увидят и свяжутся с ними. В результате в полицию стали поступать сотни звонков каждый день. Через 3 дня за Ханной к бабушке Мэри приехал сержант Дэвид Рис с представителями службы опеки. Они забрали плачущую девочку. Вскоре полиция пришла и за самой Мэри. Теперь все трое находились под стражей, но перед тем, как отправиться в камеру, 3 обвиняемым пришлось предстать перед телекамерами. Вечером 14 января им нужно было ехать из полицейского участка на автомобиле, чтобы добраться до окружной тюрьмы. И как только их начали выводить, на них посыпались вопросы далеко за гранью журналистской этики. Сержант Рис был следователем по делу Милбрантов. Пока СМИ рассказывали эту историю бессердечия и обмана по всему миру, список жертв продолжал расти. И он как мог пытался объяснить произошедшее всем пострадавшим. Чем глубже копал следователь Рис, тем яснее становилось, насколько широко был распространен обман. Свидетели рассказали, что все предприятия на всей восточной части города помогали семье Милбрантов финансово, так же, как и большая часть западных предприятий. Не было ни одной церкви или бизнеса в округе, которые не делали бы пожертвований. В каждом магазине, на каждой заправке была банка с фотографией маленькой девочки с побритой головой. По самым скромным подсчетам, Милбранты собрали сумму в $30 000 до того, как их поймали. Но в их доме было найдено всего $500 наличными. Так до сих пор и неизвестно, куда были потрачены или спрятаны деньги. Прошло более 5 месяцев с момента ареста Милбрантов, и судебное разбирательство против них шло полным ходом. Терри было предъявлено обвинение в краже, создании угрозы для жизни ребенка и нападении. К нападению относится любое нанесение вреда другому человеку каким-либо образом. В этом случае 7-летнему ребенку давали снотворное в большом количестве. Роберт был обвинен в заговоре по каждому из этих преступлений. Мать Терри, Мэри Рассел, была обвинена в краже. Ей грозило до 1 года тюрьмы за продажу свечей под особым предлогом. Во время первого допроса Терри Милбрант сразу призналась, что болезнь Ханны была сфальсифицирована.
Общественности суд над ней казался формальностью. Но на очередном судебном заседании адвокат Терри заявил, что его клиентка не могла давать себе отчет в своих поступках, так как она была психически больна. И действительно существует делегированный синдром Мюнхгаузена, при котором человек причиняет вред близким или преувеличивает имеющуюся травму с целью привлечь внимание и почувствовать себя особенным. Чаще всего жертвами становятся именно дети. Ребенок начинает болеть, а больной синдромом получает сострадание. Люди с делегированным синдромом Мюнхгаузена способны травить, простуживать своих детей, наносить им травмы, лишь бы получить больше внимания и сочувствия. Это особая извращенная форма домашнего насилия. Она легко может привести к летальному исходу. При обычном синдроме Мюнхгаузена человек ставит эксперименты над своим здоровьем, при делегированном – над здоровьем своего ребенка или другого члена семьи. На поверхности мать обычно очень заботливая и любящая. Обычно она разбирается в заболеваниях, иногда у нее есть опыт работы медсестрой. Но даже без этого опыта они часто хорошо осведомлены о медицинских состояниях и много знают о медицинских аспектах. Терри отправили в психиатрическую больницу. Многие считали, что Терри больше мотивировала финансовая выгода. Никаких психических заболеваний у нее нет. Терри больше нравилось, что жители города открыли не свои сердца, а кошельки. Многие жители Урбаны думали о том, что могло бы случиться с Ханной, когда ее жизнь якобы подходила к концу. Еще одним доказательством того, что Терри делала все ради денег, стало ее прошлое. В 1989 году Терри Милбранд предстала перед судом и была признана виновной в мошенничестве с кредитными картами и получила условный срок. 2 года спустя она была осуждена за использование недействительных чеков и воровство. За это ее отправили в исправительное учреждение для женщин в Огайо, куда она теперь может вернуться. Находясь за решеткой тогда, Терри обратилась в суд с просьбой об освобождении, заявив о своем прилежном поведении. Она пробыла там всего 4 месяца из 18 месяцев по приговору. Роберт Милбранд утверждал, что Терри настолько была больна, что сама будто уже поверила в свою ложь. Роберт уверен, что у его жены делегированный синдром Мюнхгаузена. В течение 8 месяцев он ничего не подозревал. Он не вступал с женой в сговор. Он ей верил. Верил, что дочь больна. В свою защиту он говорил, что у супруги было медицинское образование. Поэтому на все якобы встречи с врачами Терри ездила одна. Роберт в это тяжелое время много работал. Встречи всегда были исключительно в его рабочее время. Терри давала таблетки Ханне на глазах у Роберта, и он ей верил. Роберт много раз хотел поехать на прием к врачу с семьей, но всегда Терри якобы звонили из кабинета врача и переносили время и дату приема. Он никогда не видел счетов из больницы, но и раньше он никогда не занимался счетами. Счета оплачивала все 9 лет Терри. Также без его участия происходило лечение на дому с привлечением медсестры по имени Бет. Бет должна была приходить в понедельник, среду и четверг, или вторник и четверг, 3 или 2 раза в неделю. Обычно Бет приходила в 7:30 утра. Роберт уходил на работу очень рано, в 4:30, поэтому никогда не встречал ее. Ханне Терри давала таблетку снотворного, и она засыпала, а когда просыпалась, то была заново побрита и с новой повязкой на шее. Ханна никогда не видела Бет, но говорила отцу, что она была. Девочка так думала. Ханна не может сказать, блондинка она или брюнетка, какого она роста, длинные или короткие у нее волосы, ведь Бет не существует. Однажды Роберт нашел на подъездной дорожке стетоскоп. Он принес его домой и спросил жену,
что это такое. На что Терри сказала: «О, Бет-то искала». Если верить Роберту, то Терри была невероятно изобретательна в своей лжи. Ханна была уверена всегда, что отец ничего не знал. Он так искренне обрадовался, когда узнал, что его дочь здорова. Казалось, последующие потрясения даже не имели смысла для него. Роберт Милбранд провел в тюрьме почти 5 лет. Присяжные оправдали мать Терри, Мэри Рассел. После психологической оценки независимыми врачами заявление о невменяемости Терри Милбранд было отклонено, и она была приговорена к 6,5 годам тюремного заключения. Физически Ханна не пострадала, но вот психологически причинили сильный вред. Она продолжала бесконечно сильно любить своих родителей, но была вынуждена с ними расстаться. Ханна находилась в приемной семье в другом городе. Она рассказывала в интервью: «Я была так счастлива, что не собиралась умереть, но мое облегчение было недолгим, когда меня поместили в приемную семью. В растерянности и одиночестве все мои страхи сбылись. Я потеряла семью». Ханна находилась в приемной семье в течение года, пока сестра ее отца, тетя Сью, не получила опеку над ней. С возрастом Ханна начала осознавать, как поступила с ней мать, и не могла справиться с подобным предательством. В 12 лет Ханне поставили диагноз депрессия. Девочку преследовали суицидальные мысли. Роберта выпустили, и девочка сразу же переехала жить к отцу. Ханна и сейчас искренне верит, что папа ничего не знал. Потребовалось время, чтобы возродить отношения, но сейчас они очень близки. Ханна заканчивает университет, она учится на социального работника. Девушка хочет помогать детям в приемных семьях, потому что знает, насколько им может быть трудно. Терри всегда настаивала на своей психической болезни. В одном единственном интервью она уверяла, что болезнь возникла после того, как Роберт сказал, что хочет развестись. Терри подумала, что он не бросит ее и будет рядом, если Ханна тяжело заболеет. Она сочинила ложь о Ханне, и ложь начала расти, как снежный ком. Однажды Терри решила встретиться с дочерью. Ханна только поступила в университет и подрабатывала официанткой. Терри пришла к ней на работу. Ханна рассказывала, что ее сердце упало, когда она увидела мать. Терри выглядела старой и изможденной. Ханна крикнула ей, чтобы та убиралась. По словам Ханны, она не хочет иметь с Терри ничего общего, ведь мать украла у нее детство.